Это коммунальная квартира. Максимально порочен, сексуален, харизматичен. Тимоти Шаломе, ребят! Это люди, которые умеют работать. Тимоти Шаломе! Книга неподъемная. Тимоти Шаломе! Это не по сценарию, Таня, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Мы оба посмотрели. Мы очень хотим наконец-то уже это обсудить, потому что мы откладываем несколько дней. Я после того, как посмотрел вторую «Дюну», у меня было ощущение, что я все понял, а вокруг меня ничего никто не понял, и мне было очень печально. Вот, и мне кажется, что я была этим человеком, потому что я такая: Тимоти, какой-то дохлик, он вообще не тот человек, который поведет за собой людей. И только на следующий день я поняла, насколько сильно я неправильную мысль думала. Но мы нашли в этом всем за слоем прекрасного, красивого, кудрявого Тимоти Шаломе очень много важных вещей, про которые нужно поговорить, подумать, и их легко не заметить. Поэтому мы раскопали это все для вас. И сейчас постараемся очень простым языком, друг другу понятным. Рассказать очень сложные и, довольно страшные иногда вещи, мне кажется. С вами Даня Трабун, Таня Старикова. И новый выпуск Decoders про Дюну. Самое странное в истории Дюны то, как она связана с моими родственниками. Наверное, ты замечала, сколько в истории Дюны есть каких-то вещей, которые как будто бы связаны с нашей реальностью, около российской. Я пошел искать, что это вообще такое. И выяснилось, что на самом деле Фрэнк Герберт вдохновлялся много чем, но в том числе книжкой, которая называется «Сабли рая». «Сабли рая» написала писательница, британская писательница Лесли Бланч. Она много где путешествовала, в том числе по Кавказу. Собственно, про что «Сабли рая»? Это, по сути, кавказские племена, которые сражаются с Николаем II. Почему же британская писательница пришла в голову написать такое произведение? Британская писательница вообще любила очень путешествовать. У нее были возможности, привилегии. И ей было очень интересно в то время та самая территория. Она много где путешествовала, в том числе по Кавказу. Более того, количество неточностей, которые есть в этом полухудожественном, полудокументальном произведении, огромное. И Фрэнк Герберт с удовольствием перенимает эти неточности, потому что, для американца это какой-то другой мир. Поэтому Сич-табор — это по факту лагерь-лагерь. Да, типа того. Я читаю дальше вот эту статью про Лесли Бланч, и ничего не предвещает, пока я не узнаю, что Лесли Бланч — это жена троюродного брата моего прадеда. И выглядит это так. Вот смотри, вот Роман Гори, вот его жена. Вот если нажать на него, сейчас мы нажмем. Сейчас тут немножечко сломаем. Нет, не нажмем. У тебя ведь, кстати, курс по нейросетям, да? Вот смотри, вот Роман Гори, вот Лесли Бланш, вот мои предки, тю-тю-тю-тю-тю, уходят туда. Вот, видишь, зовут Борух Фишман Трабун и Мириам Трабун. Это мои там какие-то вот. После этого я сразу почувствовал себя очень важным. Но это вообще не родной мне человек, это жена человека, с которым у меня один прадед. Да, господа, да, если бы не я, Дюны бы не было. Честно говоря, я в этом образе себя чувствую очень могущественной. Поставь лайк, подпишись на канал. Что там еще надо? Подпишись на наш телеграм-канал. Мы, кстати, такой классный телеграм-канал сделали, Decoders тоже называется. Просто вот все, что мы любим делать здесь, только там мы еще можем это пообсуждать с вами. И мне очень нравится, как ребята, которые уже на него подписаны, еще сами делают кучу декодингов, подсказывают много тем, создают с нами вместе плейлисты, какие-то смешные мемы. Очень жду вас всех там, потому что это супер фан. Мы оставим ссылку в описании. Подписывайтесь, пожалуйста. Насколько сильно ты погружен в Дюну, чтобы я сразу поняла, что я сильно меньше? Я начинал свой путь к Дюне с видеоигры Дюна, стратегии. И там была двухмерная стратегия, в которой ты должен был собирать спайс,
Такая, стратегия с ресурсами. И я ничего не знал ни про книгу, ни про рода какие-то. Ну, там что-то какие-то появлялись персонажи. Я, конечно, узнала про Дюну, потому что Тимоти Шаломе там снимался. Я даже не буду набивать себе цену. Я такая думаю, блин, такой хороший фильм, надо почитать. Я очень рада, что нас еще вот этот выпуск заставил во все в это углубиться, потому что я взяла себе несколько дней, типа, ну, сколько у нас до съемки, там, 4 дня, короче, прочитать. И мне в директе девочка пишет, я читала 4 года. И я думаю, как они медленно все читают. Фу! И я такая открываю, и там просто первые же строчки. Чтобы понять Муаддиба, нужно сперва точно установить время его жизни. Он родился на 57-м году правления падишах императора Шаддама IV. И я такая, так, он родился на Каладане или на Аракисе? Ага. И ты реально, разбиваешься о скалы вот этого всего, потому что он как будто бы пишет на каком-то выдуманном языке, что по контракту с компанией Каникт Харконнены покидали планету, и сместить их в полном файфе должен быть дом Атрейдесов, и я в полном файфе сижу вообще просто. И такая, ёпта, во что я вписалась? И просто проходит 3 часа, а я прочитала 7 страниц. И я думаю, так, кажется, 4 года теперь я понимаю эту девочку. Возможно, она читала 4 года еще потому, что книжка-то не одна. Их 6 по канону. Да, их 6 написаны автором Фрэнком Гербертом. И сколько там, 20 плюс написано его сыном. С 1963 по 64 первая книга, разбитая на 3 части, выходила в журнале. Но, конечно, Фрэнк Герберт хотел опубликовать ее целиком, но эту идею отклонило больше 20 издательств, сказав, что все это, конечно, очень интересно, но как-то уж слишком сложно. И в итоге выпустила Дюну вообще нон-фикшн издательство, которое специализировалось на мануалах по ремонту автомобилей. Книгу даже в шутку хотели назвать «Пособие по починке орнитоптеров». И в итоге она понравилась критикам и экологам. Ну и дальше успех Дюны было уже не остановить. Всего Фрэнк Герберт написал 6 книг, а после его смерти его сын Брайан Герберт опубликовал еще кучу сиквелов, приквелов, дополнений и продолжает писать их до сих пор. Но, честно говоря, произведения Брайана далеки от работы его отца и по качеству, и по содержанию, потому что много где можно увидеть редкон, то есть нарушение канона, отмену, переначивание фактов, созданных Фрэнком Гербертом. А еще в книге очень важна роль жены автора Беверли Энн Стюарт. Она была первым критиком и редактором, приложила руку ко многим цитатам и стала прообразом леди Джессики. И если вам вдруг слишком долго мы говорим про книжку, Тимоти Шаломе! Тимоти Шаломе! В этой книге, помимо сюжета, который мы видим в фильмах, где Тимоти Шаломе ходит красивый кудрявый по пустыне, есть несколько очень важных приложений, которые описывают эту вселенную, потому что автор реально прописал очень богатый, крутой мир от начала до конца. Из приложений, которые есть вот в этой книжке, они описывают вселенную, которую он придумал, есть очень важное, которое вообще не попало в фильм, и оно там игнорируется полностью, про экологию. И тут начинается, господа, Библия. То есть это приложение, это буквально, он такой... В первые дни, условно, мы сажаем маленькие пустынные растения, которые фиксируют почву. Потом на следующий день мы, сажаем пальмы. А после дело уже дошло и до животных. Сначала до роющих нор, то есть это просто ручное создание мира во всей его сложности. Нормально, да? Такая мета, типа писатель создает мир про то, как создается мир. Дюна — это такой всеобъемлющий трактат, не знаю, материал про создание мира, потому что там создается мир с точки зрения экологии, с точки зрения политики и всего прочего. Вы должны понимать, что эта книжка посвящена экологам. И что мне кажется важно, здесь эколог такой супергерой. Он есть немножечко в фильме, только в фильме это темнокожая женщина. И она спасает буквально героев. Вот ты сейчас сказала про экологов, и я понял смысл Дюны, я до этого не понимал его. Вообще, вся Дюна про то, как люди через политику, насаждение верований и все такое прочее разрушают себя, разрушают общество и разрушают мир. И как будто политики стоят вот в этом мире хаоса и разрушения, а экологи, которые не разрушают, а наоборот созидают, стоят с другой стороны. Создание против разрушения. Создание против разрушения. И тут мы подходим к тому, про что Герберт вообще писал. Это песчаные дюны в штате Орегон. Они занимают 50 миль, и некоторые из них выше пирамиды Гизы. И этот песок двигался. 100 лет назад песок засыпал дороги и даже дома. Фрэнк Герберт, еще будучи молодым журналистом, писал статью о том, как экологи с помощью посадки растений стабилизируют движение дюн и сдерживают пустыню. И именно тогда Фрэнка вдохновила устрашающая сила песка.
А дальше такой, а что, если я сделаю научную фантастику про то, как устроена пустыня? И сначала, до истории любви, истории политики, истории домов, он просто придумал мир. Во вселенной Дюны 3 великих дома. Карина, дом императора, Атрейдесы, кудрявые, красивые и благородные, и Харконнены, мерзкие, жестокие и лысые. Барон выглядит как такой римский лидер, в худшем его воплощении. Поддавшийся пороку. Поддавшийся пороку, и весь их род, на самом деле, это психопаты, это, если вы помните, в фильме они устраивают бои гладиаторские, по сути, и точно так же они накачивают варваров наркотиками, чтобы их можно было быстрее убить и так далее. А если мы отмотаем генеалогическое древо Пола Атридеса на 20 лет, мы буквально придем к древнегреческому царю Атрею. Атридесы, это вообще переводится как сыновья Атрея. Короче, вот у нас есть Древняя Греция и Древний Рим. Да, и слово, которое я, кстати, отсюда выписывала из книжки «Колокагатия», оказывается, это такой идеал древнегреческий как раз. Да, точно, вот точно, про конечно. то, что если лидер красивый, подтянутый и умеет ухаживать за собой, то за него проголосуют, как бы его выберут, ну, типа, за ним пойдут. Но этот красивый, классный лидер на самом деле начнет священную войну. Ну, сейчас я жду, когда мы подойдем к этому вообще, это самое интересное. К дому Атрейдесов принадлежит наш главный герой Пол. Его родители — герцог Лето и леди Джессика. Атрейдесы жили на своей нормальной планете у океана, но по приказу императора теперь отправляются на пустынную планету Аракис. Они не просто так туда летят, им передают руководство Аракисом, который как раз еще и называют Дюной. А до этого там много лет правил дом Харконненов. В сюжете, по сути, император решает стравить эти 2 дома, поэтому Атрейдесы приезжают на планету, на которой правили Харконнены, и там они все друг друга убивают. Я еще хотел одну маленькую деталь Да. сказать, что вот это вот слабоумие и отвага Атрейдесов, которые летят на планету, где отец Пола будет уничтожен в итоге, убит, это мне напоминает древнегреческую трагедию, в которой ты знаешь, что с тобой случится, а в целом Лето предупреждают, да? Его предупреждают, и он знает на самом деле, и все более-менее знают, и Джессика, которая является матерью Пола, и наложницы Лето, все так или иначе понимают, что случится что-то ужасное. Как будто в этом хочется его обвинить тоже, знаешь, что вот харизматичный лидер, за которым все пошли, а в итоге их всех перебили там на этой планете в ловушке. Но он не мог не вернуться. Вот знаешь, этот вот образующий комок в горле тезис. We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. Есть император, который этим всем руководит. Есть гильдия, это типа Яндекс.Гоу. Ну, короче, это главные чуваки, которые занимаются перемещениями. Без них никто никуда не доедет. И все водители на спайсе. Но не будем об этом. Если что, эта гильдия перемещениями занимается не на одной планете. На всех Да, планетах. это много планет, это император многих планет. Да. И гильдия перемещает нас на космических кораблях. Ну, вот так, да? А не так Где-то же? там далеко-далеко есть Аракис. На Аракисе добывают спайс или меланж, или специю в русском переводе. Спайс — это самая важная субстанция в галактике, потому что она такой себе катализатор всех способностей. Пилоты межпланетных кораблей ее употребляют, чтобы видеть пути, по которым их вести. Ведьмы Бене Гессерит с помощью спайса видят будущее и строят так свои мутные планы. Глобально спайс еще и жизнь продлевает. Но главный прикол в том, что спайс существует только на Аракисе и вызывает зависимость. Если ты один раз попробовал, то уже не сможешь дальше без него жить. Интересно, что спайс, специя, это, с одной стороны, расширитель сознания, который позволяет управлять полетами и напоминает, на самом деле, о тех веществах, которые использовали военные американцы там в своих конфликтах как раз в те годы. А с другой стороны, это буквально нефть. Да, и барон купается в этой черной то есть нефти, это тоже такой такая иллюзия. квинтэссенция ресурса, знаешь, которые люди используют и на которые подсаживаются. Потому что говорят же, что нефтяная игла, например, то же самое. Да. Что написано у меня на лице, спросите вы, это могла бы быть рекламная интеграция, но она будет сейчас. В моем мире есть предание, что не всегда ради путешествий надо было есть меланж, что не обязательно было прыгать на червя. Я вижу, что нужно просто скачать приложение Отелло, сервис бронирования отелей и гостиниц от 2GIS. Там есть варианты проживания на любой вкус. Отели, апартаменты, глэмпинги и многое другое. Настраивайте фильтры под себя и выбирайте идеальный вариант размещения. А специальная карта внутри сервиса поможет ориентироваться в окрестностях.
Чтобы найти самые выгодные предложения, включите фильтр отели со скидками, а по промокоду STARIKVTV у вас будет скидка 10% на первое бронирование. Кстати, оплатить до 99% стоимости проживания можно бонусами Сберспасибо или получить 10% кэшбэк бонусами на карту. Или даже разделить оплату на части. Я все это вижу и поражаюсь. Мой дед в школу ездил на черве через всю пустыню по 10 колотушек. А вам можно просто приложение скачать. Ссылка в описании. Скачайте приложение. Пожалуйста. Есть еще Бене Гессерит. Это вот эти женщины, которые похожи на шахматные фигуры. Их изначально Вильнёв так и задумывал, потому что они как бы... Управляют нами. Бене Гессерит — это, по сути, масоны, иллюминати, скрытое общество, которое управляет людьми из-за кулис. В мире Дюны 10 тысяч лет назад случилась война искусственного интеллекта и людей. Люди еле-еле победили. И, во-первых, они начали летоисчисление с этого момента. Все, обнулились. А во-вторых, они решили запретить полностью искусственный интеллект. А как вам такая теория, что за много тысяч лет до событий в Дюне случились события Матрицы? И все это одна вселенная. Но смотрите сами, в Матрице было восстание людей против машин. В Дюне тоже. Люди победили, и вот 10 тысяч лет спустя по всей вселенной главный закон – не создай машину по образу и подобию человеческому. Только вот там всякие колотушки и все. Та же самая гильдия не просто так на спайсе летает по миру, потому что у них нету Яндекс.Навигатора. У них есть только их расширенное сознание. Да, и они там натренировались, жесть как. Вот эти вот Бене Гессерит, они научились очень продвинутым техникам психологии, контроля эмоций, контроля мускул. И мне еще очень нравится, как они изменили Библию, когда появились новые планеты для старой Земли, вот для нашей Земли, для людей появились новые планеты. Они такие: «Воу, так у нас много планет». И они начали создавать новую как бы Библию, которая лежит в основе их религии, оранжевая католическая Библия, которая экуменистическая. Экуменизм — это объединение различных религий в что-то более-менее дружелюбное одно. И они там просто такие: так, а что делать с тем, что у нас не одна планета? И там написано: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте Вселенную, Всё правильно. и обладайте ею, владычествуйте над всеми странными существами, что населяют бесчисленные земли, их воду и воздух. Ну, то есть, как бы, он как раз показывает, как менялась религия с ходом времени. Это очень интересно. Так вот, вернемся к кино. Коренной народ Аракиса, фримены, приспособились к суровым условиям своей планеты. Они вынуждены все свои выделения собирать и перерабатывать обратно в воду. Jacqueline West and Bob Morgan made close to 200 suits for the new movie. Let's break down how the still suits were made and what parallels exist to NASA's space tech. We are recycling human waste on the International Space Station today. We recycle urine, we recycle the humidity, your sweat. Но еще ужаснее, что у них есть вера в приход Мессии, который им внедрил орден сестер-ведьм Бене Гессерит. Вообще в империи есть только одна религия официальная. Вот это. Оранжевая католическая Библия. Но есть шахматные фигуры Бене Гессерит. У Бене Гессерит есть свое течение и видение мира. У них это называется миссионария протектива, их учение. Просто куча женщин на собрании такие: так, смотрите, у нас есть очень много планет, и наши женщины, вот наши члены со своими детьми могут гипотетически оказаться на любой из них. Правильно? Правильно. Давайте мы сделаем такой какой-то, миф, что типа, если к вам на планету приехала женщина и ребенок, вы их не трогайте, ладно? Они важные. Они очень всем нужны. Приедет, значит, женщина с ребенком, вы им дайте денег, там, кров. Они святые, они избранные. Они избраны. Они вас избранные. всех поведут в рай. И вот тут мне нравится, что это абсолютно как бы, выдуманная хуйня какая-то. Ну, работает, да? Абсолютно рабочая, но Герберт специально это делает, что это просто кто-то придумал, принес на вашу планету, вам рассказал, вы поверили. И теперь все ваши поколения следующие в это верят. А эколог, Так. он ведет своих людей сквозь пустыню к земле обетованной. Логично, он сажает пальмы,
Он как бы делает конкретные шаги, но Ну при, нахер, Тань, избранное прикольно. при этом эколог все равно обещает им землю обетованную только лет через 500. То есть, Чуть правильно лучше. я понимаю, что мы в итоге получаем историю про то, что вот есть какое-то верование в избранного, которое звучит примерно так. На твою планету, на твою территорию придет женщина с ребенком, они тебя спасут. Да. И есть альтернатива этому — ждать 500 лет, сажая картошку, да? Правильно я понимаю? Ну, конечно, лучше купить курс, пройти быстро вебинар, и все у тебя получится. В общем, в итоге мы пришли наконец-то к тому, что Тимоти Шаломе, Пол, он оказался в пустыне, и начинается его собственное страдание. Не для всех он Пол. В одном переводе он был Пауль. Более того, самым удачным. Да, ты считаешь, что это самый удачный? Да, 100%. А у тебя он Пауль был? Он был Пауль, и я ненавижу за это Павла Вязникова, переводчика этой версии Дюны. Первый перевод с именем, да, потому что был до этого перевод, где потеряно имя переводчика, Юрий Соколов. Но что меня сильно раздражает, Юрий Соколов наделал кучу ошибок. Я ему верила. Вязников, с другой стороны, сделал гораздо более точный перевод, но зачем-то, и мне кажется, что это просто чисто эго переводчика такой, он будет Пауль. Можно я прочитаю? Давай, это? давай. Боже, я обожаю. Я прям представляю, как он брызжет слюной, пока пишет эту статью. Она называется «Его звали Пауль». Естественно. Да, именно Пауль. Некоторые читатели, привыкшие к Полу Атридесу, возможно, возмутятся. Но чего возмущаться-то? Я обожаю. Он просто пишет. Действие романа происходит в далеком будущем, и язык, на котором они говорят, явно не английский. И я такая, но он же английский. Пол — это слишком отчетливая половина, типа 1/2. Ну что, типа Пол Атридеса, знаешь, идет ноги из страны невыученных уроков. Не, какая фигня. Я просто обожаю тон статьи. Лита Атридес не согласен. Вот когда я читал книгу, я понял, насколько это взрослая книга. Потому что это, по сути, книга про политические интриги и устройство мира. Положи книгу, где лежала. Это должно быть было сказано вот этим голосом. Положи книгу, где лежала. Простите. И поэтому, мне кажется, отчасти, помимо крутой истории, это все так стало разрастаться в книги и в фильмы. Но снять фильм по этой книге было практически невозможно. Это даже стало называться «Проклятием Дюны». И сейчас мы вам расскажем, почему. В 1974 году, примерно спустя 10 лет после выхода книги, Алехандро Ходоровский с французской командой начал подготовку к экранизации. Вообще, Ходоровский и Дюна — это ядерное сочетание, потому что режиссер-эзотерик обожает сюрреализм, мистическую психологию и оккультные религиозные направления. Свою Дюну Ходоровский хотел сделать, по его собственному выражению, галлюциногенным экспириенсом. His vision was so huge, so beyond what anybody else was doing at that time, things that George Lucas wasn't even going to try with Star Wars. Фильм должен был длиться 14 часов. Музыку к фильму должна была писать группа Pink Floyd. Ну и там планировался безумно звездный состав. Сальвадор Дали в качестве императора Шаддама, Орсон Уэллс в роли барона Харконнена, Джеральдина Чаплин, дочь Чарли Чаплина, леди Джессика, Ален Делон, Дункан Айдаха. И если этого вам мало, то на десерт Мик Джаггер в роли Фейда Рауты Харконнена. А Пола должен был играть сын самого Ходоровски. Вы спросите, да как они найдут денег на всех этих людей? Очень правильный вопрос, потому что они их и не нашли. Неудивительно, что один из членов команды Ходоровски, Дэн О'Беннон, после всего этого попал в психиатрическую больницу. Зато потом вышел и написал сценарий для «Чужого». Есть очень интересная документалка 2013 года о том, как создавалась и в итоге ничего не получилось с этой версией Дюны Ходоровского. Кстати, там Ходоровский признался, что, берясь за проект, даже не был знаком с книгой. Ну а вторая попытка экранизации Дюны дошла до полноценного фильма, но он никому не понравился. Линч начал снимать и продюсировать 3-часовой фильм, но тут вмешалась студия и очень сильно ограничила креативную свободу режиссера. Для кинопроката фильм решили урезать до 2 часов, для чего в спешке пришлось переписывать и доснимать сцены. Ну и напоследок, в 2000 году вышел телевизионный мини-сериал «Дюна», который хоть и получился неплохим, не смог по-настоящему зацепить зрителей и привлечь интерес больших масс. Мне кажется, я разгадала «Проклятие Дюны», кстати. Я тебе говорила, по-моему, нет. Ходоровский не читал. Линч не читал. И не сильно любит sci-fi. А Вильнёв, он читал. Вот и весь секрет. Он прочитал. Если хотите снять
фильм по книге, просто прочитайте книгу. Кстати, я знаю, что это не войдет никуда. «Мастер и Маргариту», который сейчас собрал 2 миллиарда рублей и все такое прочее, Локшин и Кантор читали все издания. А очень многие авторы вроде как читали только чисто вот этот главный роман. Да. Читайте книги. Права на экранизацию Дюны переходили несколько раз, и вот они достались Линчу, и Universal Pictures все испортили. Так вот, Линч, у него очень смешной фильм. Господа, ты видел? Ну, ты видел. Я видел. Вот как в Дюне Линча выглядели космические путешествия. Огромный вот этот слизняк попкорн вот с такими вот лапками. И эта собака писает, собака какает, и получается путь к нужной планете. Вам куда надо? На Аракис? Пристегнитесь, сейчас я съем что-нибудь остренькое и поехали! Ну, то есть я клянусь, я не выдумываю, как они придумали это. И потом появляется заставка Winamp, и она высаживает тебя около нужной планеты с помощью... Нет, корабль просто появляется там через Fate. Ты помнишь «Щиты»? На самом деле делать Дюну Линча в 1984-м было очень трудно. Космические корабли были реальными макетами, подвешенными на лесках, а щиты делали с помощью фотоперекладки, то есть каждый кадр вручную перерисовывали поверх отснятой кинопленки. Я посмотрела видос ребят, 3 каких-то графических дизайнеров, которые сидели и воссоздавали щиты на фильме Вильнёва. What happens if you took that action scene that was well choreographed and you covered it with blocks? So you couldn't see what's going on. Они такие типа, ну это наследие Линча, мы не можем просто вот так взять и потерять. Что это за щиты, которые повторяют форму Тимоти Шаломе? Они должны быть как из Роблокса, поэтому мы сделали это сами. И они разработали, как это будет выглядеть. Это очень смешно. Просто люди в коробках дерутся. Вообще, Линч назвал этот проект худшим в своей карьере. It was a slow dying the death and a terrible experience. Конечно, это все равно огромный эпохальный фильм. И да, сейчас эти спецэффекты кажутся смешными, но тогда-то они только зарождались. И в конце концов, никто не знает, каким был бы фильм, если бы Universal не решили все сократить в 2 раза, а Линч доделал бы все сам, как хотел. И он даже подписал себя в титрах как Алан Смити. Классическое название режиссеров, которые не хотят, ну не только режиссеров, которые не хотят себя видеть в титрах. Это прямо часто встречается, да? Да, есть такое. Yes, except it just nailed this idea never, ever do a film without Final Cut. Но в историю Дюна 1984 года все равно, конечно, вошла как Дюна Дэвида Линча и запомнилась еще тем, что там Фейдрауту играл Стинг. Этому персонажу вообще везет на актеров, да? Ну, типа, тебя это играет правда. Стинг, а потом тебя играет Остин Батлер. Это одно из немногих кастинговых решений Дэвида Линча, которое как будто попадает в описание оригинального персонажа из книги. Ну, действительно, такой классный, красивый антигерой. Ну и какой он был в плавках. Да. Вообще, долгое время лучшей экранизацией Дюны называли «Звездные войны». Да, Джордж Лукас абсолютно точно вдохновлялся Дюной, хотя так это и не признал. Но смотрите, империя в космосе, армия императора, хотя сардаукары все-таки как-то помощнее штурмовиков. Аракис очень уж похож на Татуин. Это тоже засушливая планета, где добывают ископаемые и собирают каждую капельку влаги. И там есть страшный монстр, живущий в песках, которые, кстати, в «Звездных войнах» называются «Дюнное море». А также имеется молодой мальчик-мессия, который задумчиво смотрит, внимание, на 2 светила в небе. Джедаи тоже умеют управлять людьми тонкостями своего голоса, да даже «Люк, я твой отец» есть в Дюне. Но это уже спойлер. Короче, Фрэнк Герберт отвечал прессе, что он все это понимает и изо всех сил пытается не подать на Лукаса в суд, как и другие авторы, чьими работами вдохновились «Звездные войны». Герберт даже основал общество «Мы слишком великие, чтобы судиться с Джорджем Лукасом». Ну, кто он такой, правда? Прошло 50 лет, и вот теперь сын Герберта, Брайан, пишет спин-оффы «Дюны» в соавторстве с Кевином Джей Андерсоном, который еще пишет спин-оффы к «Звездным войнам». А Дэни Вильнёв говорит вот это.
It's strange to think that Star Wars stole so many, not stole, but it was so deeply inspired by Dune. And now I'm making a movie about Dune, and I'm deeply influenced by Star Wars. You know, I was born with Star Wars. So it's like, it was like the pink elephant in the room when we started to design the movie. How can we find our own identity? И вот, наконец-то, нашелся режиссер, который читал. Он не просто читал, он прям фанат. For the first time, I think I did this movie for a single audience member, which is me. I read the book 40 years ago. I deeply felt in love with it. I was aware that there are millions of hardcore fans of the book out there, but I took upon my shoulder to deal with the one that I was the most afraid of, which is me. Сложная, неадаптируемая книга с религией, политикой, эзотерикой превратилась в фильм с Тимоти Шаламе, на который все с радостью идут в кино в IMAX. Я, когда узнала, что он фанат, у меня, честно говоря, все перевернулось в голове. Так. Потому что я поняла, что вот есть у него любимая с 14 лет книга, про которую он там 40 лет размышлял, как если когда-нибудь вдруг он бы снимал ее. И он берет эту книгу и делает по-своему. Да. И значит, именно в этом кроется художественное высказывание самого Дэни Вильнёва. Вот именно в этом гэпе он говорит то, что он хотел сказать. А можно я еще добавлю? Мне кажется, что Дэни Вильнёв знает все сложности этой книги. Да. И именно поэтому он создает 2 фильма таким образом. Потому что, если ты помнишь, когда вышел первый фильм, все такие, а где, собственно, что-то происходит? Сюжет, Где да. сюжет? It was like I had done all the homeworks in the part 1. I had like draw the sand, the board of we had designed the box, and now I had the chance to play with the sand. I mean, in the sandbox. И как бы сейчас уже, когда ты посмотрел второй фильм, и я прям всем советую его посмотреть, ты видишь, что первый фильм такой разгон, знаешь, вот как раз погружение людей в лор, немножко побольше Тимоти Шаламе показать, и только человек, который глубоко знает, насколько сложно это экранизировать, может сделать такой хитрый ход. По сути, Вильнёв сначала нас подсаживает на Спайс, на Дюну, а потом уже ты идешь на второй фильм, и оказывается, в целом все, и тебе понятно, главное. Если Но бы ты... и Вильнёв сам говорил, что не нужно держать зрителя за дурака. Это правда. Пойдут и посмотрят 3-часовой фильм, если он будет хороший, умный, интересный. Вот я клянусь, я дочитала эту книжку, у нас уже начинается скоро сеанс, мне надо выезжать, у меня остается там типа 10 страниц, я дочитываю в такси, я сижу, мы с мамой пошли в кино, я сижу, значит, уже в кинотеатре на стульчике и дочитываю последнюю битву с этим фейдраутой, и гаснет свет. И то есть вот ровно в последних строчках начался Вот фильм. так надо ходить в кино, да? Меня это, знаешь, как подвело, потому что я смотрю фильм, и меня как будто предали. Ну, то есть я только что прочитала книжку, в которой этот герой, Пола Атрейдес, Да. он такой крутой, как будто специально. Сейчас я рассказываю субъективное восприятие моего фильма, чтобы фанаты не цокали языком раньше времени. Как я это вижу? В книжке я читаю про, вот условно есть Харконнены, про которых постоянно описывается их модель власти как сила и страх, Всё так, всех да, убить, да. все это. Я где-то сохранила себе заклад. Где же? Закладку, во! Фейд Рауту приходит к этому барону, говорит, что он играл в городе в шахматы просто с главным надсмотрщиком. И барон говорит, Фейд обыграл главного надсмотрщика в Хеопс, вот в их игру. Езжайте туда, убейте этого надсмотрщика, а тело потом предоставьте мне, чтобы я убедился, потому что мы не можем позволить себе держать на службе таких шахматистов. Короче, убить, закопать всех, кто тебе не нравится. Да. Параллельно с этим описывается Атрейдесы, семья, которая идеально управляет своими людьми. Они, например, помнишь, там на самолете, на вертолетах на этих, когда они прилетели, он спасал людей, а не специю. Показывает постоянно, что он такой потрясающий, что он правильное решение принимает, что все готовы биться за него до последней капли крови. И Пол становится таким же управленцем. При этом Герберт иногда закидывает, что герцог про себя говорит, люди должны узнать, как прекрасно я ими правлю. Как они это узнают, если мы не расскажем им об этом сами? Нужно всем раздать фильмы про то, какие мы хорошие. Да, типа пропаганда у меня отличная, он сам это буквально говорит. Но он действует логикой. Вот там Джессика про него тоже говорит, что он неплохо управляет ими голосом. Но для этих людей слов мало. Они хорошо защищены от голосового воздействия, их следует еще увлечь логикой. И этот Пол,
3 года живет в пустыне, потому что как бы по книжке прошло 2 года, и вот мы снова видим, как там Пол. Дени Вильнёв не любит такие скачки во времени, он думает, раз я показываю кино, я должен все показать, что происходит. Там нет такого скачка во времени, но мы видим, что у Тимоти Шаламе в какой-то момент стали голубые глаза, он открывает глаза и стали голубые. Это значит, что мы должны резко понять, что прошло много времени. Вот, в книге есть другой как бы вот этот ход, что Пол 2 года прожил с этим пустынным народом, он их там всех знает, у него там родился сын, он болеет за этих людей, он называет эту планету своей, он говорит, у нас такие-то правила, это моя планета, это моя буря, она будет делать, как я ей скажу, я здесь все контролирую. И он доказывает это в бою, в тактических боях, в своих решениях. Он, короче, просто лидер, за которым я вот не моргнув глазом бы пошла. И тут я вижу Тимоти Шаламе. Ну, то есть ты ожидаешь увидеть крутого мужика, а вместо этого там дохлик, за которого все решает мама. А это всегда расстраивает, когда так в жизни происходит. Ты-то думал? Я это вижу на контрасте именно так, что типа, а почему он не сам это решил? А почему он не такой крутой? А почему он не поборолся с этими сам? А почему он не прожил там 2 года, не поднакачался, не подматерел? Такой, типа, да я не мессия, я не мессия. Выпил воды жизни, такой... Я мессия, идем на войну. И я такой думаю, да вы что, вы шутите? Ну, в смысле, почему так? Я пишу грозные истории, Тимоти Шаламе провалил свой образ. Да. Ложусь спать. Думаю, ну глобально он совсем другой образ сыграл. Там же не прошло 2 года. Ладно, не Тимоти Шаламе провалил свой образ, это просто образ плохой. А потом я такая сижу и думаю, ну почему-то же Вильнёв так решил. И вот тут я начала от того, что они хотели мне сказать. Потому что у тебя какое было вот первое ощущение, когда... Когда я посмотрел фильм? Да. Я подумал, какой жуткий пи***ц. Все эти люди идут за ним. The prophet. Why is that a bad thing? Use it. Because all my visions lead to horror. Because you lose control. Because I gain it. На меня сработало ровно то, мне кажется, что мне хотели передать. Потому что я видел сомневающегося, крутого, на мой взгляд, персонажа в виде Пола, который все время говорил, я не должен. Я знаю, что будет все неправильно, все не надо так делать. Зендея, кстати, мы будем всегда вместе. На юг я не пойду, потому что там фундаменталисты. И они меня поддержат, и мы потом устроим кровопролитную войну, да. И потом, в какой-то момент, он вдруг понимает, что он по-другому как бы и не может. Но там я так понимаю, что Вильнёв это реализовал через то, что он типа отказывается, я не буду, я слезу с песком, я просто вот здесь сижу, я маленькая мышка. Но Сич-табор разбомбили из-за того, что он как бы там находился. Ну по сути у нас как бы типа в кавычках нет выбора. Да, и он такой, блин, а я этого не предвидел, и мне для того, чтобы их всех спасти, сейчас надо пойти и выпить эту воду жизни и прозреть. И стать лидером. И вот это ощущение, которое у меня было, когда я досмотрел фильм, там, момент, Тимоти Шаламе такой, священная война, ура! И я вижу ужас, который случится со всеми этими людьми. Я не знаю, какое решение правильное, но то, что происходит, это по этой накатанной катастрофической какой-то линии времени я, вижу эти миллионы смертей в будущем. И вот как будто в книжке ты их не видишь. И вот и случилась следующая история. Фрэнк Герберт, оказывается, хотел написать про опасность того, чтобы следовать за харизматичным лидером. И поэтому он всю книжку создает идеального лидера, за которым ты пойдешь и в огонь и в воду. И при этом он кидает такие, маячки, да, что типа вот его папа переживал про жизни людей, а он там спрашивает, сколько орудий сохранилось после взрыва. И как бы он так намекает на то, что, он вообще-то всех ведет к кровопролитной войне. Но он постоянно говорит, Пол не хочет этого, Пол не хочет этого, Пол не хочет этого. И Пол как бы не хочет этого, по факту, да? Да, но ведет. Когда он выпустил эту первую книгу, люди ее прочитали и такие, Пол! Вообще Пол! Пол мой новый герой! Они вешали плакаты в комнатах, дети росли с кукурузными хлопьями, там фотка Пола. И Герберт такой, йоу, я же другое имел в виду, вы чё? Эколог, ребят, вы читали там в конце? I came on the idea that leaders
amplify the mistakes. Their mistakes are amplified by the numbers who follow them without question. Он страшные вещи делает, он ведет всех на страшную войну. Он не классный герой. И он выпускает следующую книгу, в которой он уже разжевывает это более детальным языком. У Пола ведет диалог, в котором он реально ссылается на исторические имена, известные нам. Реальные, да? Ну да. Видимо, не очень интересные тысячелетия были после этого, если до сих пор Чингисхан кому-то интересен. Начнем с Чингисхана. Он жил намного раньше и убил что-то около 4 миллионов. Он не сам убивал Стил, он убивал так же, как убиваю я, посылая свои легионы. Был и другой правитель, Гитлер. Я хочу, чтобы ты знал и о нем. Он убил свыше 60 миллионов. Совсем неплохо для тех времен. А вот другая статистика. По предварительным подсчетам я убил 61 миллиард людей, опустошил 90 планет, полностью деморализовал еще 500. Я уничтожил представителей 40 религий, которые существовали. Они были неверные, сир. Нет, возразил Пол, верующие. Но типа вы принесли, джихад принес свет на 10 тысяч миров. Тьму, оборвал его Пол. Сотни поколений будет оправляться от джихада Муаддиба. Мне трудно представить, что кто-либо сумеет превзойти это. Лающий смех вырвался из его горла. Ну то есть, во второй книжке Герберт такой, так, окей, я понял, чуть-чуть надо прямее Придется сказать. рассказать людям. Смотрите, значит... Прям плохо, что они все за ним пошли. Плохо. What is the message? What is the statement that you're attempting to make here? Don't trust leaders to always be right. И поэтому Дэни Вильнёв, уже зная, что по итогам первой книжки читатель влюбляется в этого лидера, он продолжает вот эту изначальную мысль Герберта, что идти за харизматичным лидером опасно. One of the ideas there was to be closer to Frank Herbert's initial intentions, because he felt that when the Dune, the book came out, people thought that Paul was a hero, but he himself wanted the character to be perceived as an anti-hero. And in order to correct that, he did a second book, like a kind of epilogue called Dune Messiah, to inform the audience that Paul was in fact a dark figure, and that the first book was a warning toward this dark figure. И у него прям есть большая цитата у Герберта, что, например, вот у нас есть Кеннеди, за которым все пошли, и никто не задает вопросов его решениям. И вот мы оказались во Вьетнаме. А с другой стороны есть Никсон, который преподал нам блестящий урок, что правительству доверять нельзя. На собственном примере. Потому что, ну, может быть, вы наверняка знаете уолтергейтский скандал, в котором Никсон пытался скрыть от правосудия, что он следил за своим соперником в предвыборной гонке и делал вид, что он ничего не знает. Нет. В итоге после этого он ушел с поста президента. А все поняли, что нас там обманывают. Да. Меня это очень, честно говоря, расстроило, потому что вот мы вчера с Наташкой, когда засыпали, я говорю, так а что тогда, какую альтернативу он предлагает? Он говорит, что за нехаризматичными лидерами типа Харконненов, конечно, нельзя идти, потому что за ними там след смерти идет. Но и за Трейдесами нельзя идти. Я бы хотела иметь какую-то надежду на высокого, кудрявого, черноволосого лидера, который дойдет в политической гонке хоть до куда-нибудь и к чему-нибудь нас приведет, потому что у него хорошие аргументы. Я хотела вообще-то лелеять эту мечту, которую там нас лишили несколько лет назад. Но, блин, я что, даже на это не могу рассчитывать. Но по логике Герберта тезис я понимаю, потому что если, например, условно в какой-то параллели нашей реальности нашим президентом бы стал, например, Немцов, скорее всего, я бы села дома, включила бы кино и подумала, там работа пошла. Типа ты бы расслабилась. Я бы вообще не задавала ни одного вопроса его решением. Возможно, он как бы об этом как раз говорит, что решение я вам не дам, но предупреждаю. Ну да, держите конечно. ухо востро, потому что харизматичный лидер — это очень страшно. Дэни Вильнёв тоже решил разжевать, да? Что все было понятно. Да. Но в итоге ты смотришь на Тимоти Шаломе, который даже, может быть, в конце немножко грустно говорит, что мы идем на священную войну, и думаешь, какой крутой Тимоти Шаломе. Я спросила вот у Димы вчера, я говорю, он же отрицательный герой? Он такой, в смысле отрицательный? Он очень положительный герой. Это довольно жутко, потому что он просто красивый, сомневающийся чувак. И если он красивый, сомневающийся чувак, то в целом он может убить миллион людей. Ну, получается. Но он не хотел. Но он не хотел, да. Дэни Вильнёв долго разжевывает нам, что религиозный культ — это просто кто-то придумал. И более того, как будто бы отсылает нас к религиям в
в реальном мире, где, скорее всего, какие-то лидеры, особенно которые были наполнены гуманизмом и так далее, тоже долгое время сомневались, вести людей или нет. И, по-моему, я не помню, в книге это или в фильме, там есть этот момент про то, какой условно скромный. Он такой скромный, он точно наш мессия, он скромный, как Лисан аль-Хаид. Да. Это же так ужасно. Да, ну, по да, факту, да. что типа, да блин, он точно избранный, раз он такой. Раз он говорит, что он не избранный. Да. И он вот использует вот это. Он еще использует то, что за него правда много решает мама. И третье, что меня просто прям до мурашек взбесило, это когда он вот живет в этой пустыне, все у него, в принципе, уже получается как будто такое фрименское, и тут приезжает его старый добрый американский друг. You young pup. И говорит, а я знаю, где хранится ядерка твоего отца. И от слова ядерка меня аж прям передернуло. Еще этот перевод такой странный, ну типа, как это в английском было? Atomics. Ну, а тут прям ядерка. Ядерка, блядь. И Тимати, который только что всем говорил, что он не мессия, забейте, это все фигня какая-то. Он приходит в этот склад ядерного оружия, и у него прям загораются глаза. И Зендея в этот момент первый раз смотрит на него вот так, типа... По факту в книге не такое большое значение дается ядерному оружию. Оно как бы есть, оно там поможет, оно взорвет гору, но глобально он за 2 года придумал тактику, как все сделать с помощью фрименов. А тут он такой, так, ну что, я выпил волшебной воды, и у меня есть ядерное оружие. Ну что ж, вот и вся подоплека к священной войне. Let's fucking go! И это вообще не харизматично. Это не выглядит как крутой какой-то поступок. И я, главное, не верю в то, что он это делает ради них, потому что он там прожил без году неделю. На мой взгляд, это очень реалистично, знаешь? Ну, типа, как раз вот история такого героя, который очень классно идет и окружает себя своей паствой и так далее, и становится безоговорочным лидером, которого все любят. Это история, которая навязана нам в целом всей литературой, которая была до Дюны и которая на самом деле продолжается сейчас. А история, которую рассказывает Дени Вильнёв, почему меня это не возмутило? Это история как будто бы документалка про Пола Атрейдеса. Как будто бы в целом какие-то вот эти великие лидеры, ну, они живые, у них там есть как раз бесконечное количество сил, которые на них давят. Они очень долгое время думают, что они святые и ни за что не пойдут против. А потом вот представляешь, случается такая ситуация, и приходится все-таки, вот, и вот у отца еще ядерка и так далее. Ну, то есть, как будто бы это приземляет главного героя, ну, на реальные события, на жизнь, в которой я живу. И именно поэтому меня так не возмутил Тимати. Знаешь, я такой, блин, слишком похоже на правду. I worked to create a leader in this book who would be really an attractive, charismatic person for all the good reasons, not for any bad reasons. Then power comes to him. He makes decisions. Some of his decisions made for millions of people, millions upon millions of people, don't work out too well. Возможно, ты слышала про путь героя Джозефа Кэмпбелла? Да. Про историю, в которой герой проходит 12 ступеней. Это такие логичные 12 ступеней, в которых он, по сути, главный герой, сначала попадает в какую-то сложную ситуацию, еле-еле из нее выходит, и одухотворенный, спасая мир, в конце все заканчивает. Но вот здесь мы видим такого же героя, который вроде проходит все эти ступени, но он не спасает мир, а разрушает. И разрушает в том числе вообще все вокруг себя. И мне кажется, что в этом смысле как будто Дени Вильнёв увидел, что действительно Герберт хотел. И вот этого героя, знаешь, Пола, повернул чуть-чуть, ну, какой-то угол такой дал, чтобы нам было виднее, как бы. Да, но это было так больно в конце кино, потому что я только что обрела такого крутого супергероя, а меня его лишили и сказали, что он... Никуда не годится. Никуда не годится. Что он такой же, как все эти политики в реальности, да? Да, и там же еще есть прям вот в начале фильма есть сцена, где лежит груда тел, как у Верещагина в «Апофеозе войны». Это тела как бы семьи Атрейдесов, тех, кто с ним приехал, их сжигают. В конце, после того, как Пол Атрейдес напал на императора, там, на Харконненов, такой же появляется холм, который также сжигают. Их сжигают фримены, которые вообще-то не сжигают тела, они выкачивают воду, они пошли против своего по сути, они пожертвовали культуры. водой, да?
То есть то, что невозможно. Но теперь это дело рук самого Пола. Он такой: так мы реально сейчас всех можем спасти. Мы сейчас, так получается, всех спасем. Это жутко выглядит. Это жутко. Очень страшно. А мне так нравился этот герой. Мне казалось, что в книге он создает конкретно две системы лидерского управления, и что вот одна плохая, страх и сила, а другая хорошая, прислушиваться, находить личности среди народа, и тогда как бы за тобой классно идти. Но ты куда тогда идти, если тут всех прирежут, потому что ты плохо в шахматы играешь, а тут всех прирежут, потому что он слишком пророк. Чё, куда идти тогда? Это не по сценарию, Таня, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Может, выпьем воды знаний? Ты, возможно, от нее умрешь. Let's go! Еще одна тема, которая у Дени Вильнёва есть, но которую немногие распаковали, когда смотрели фильм, это, конечно, такая, знаешь, колонизация, наверное. В 1962 году вышел фильм «Лоуренс Аравийский» по истории реального человека Томаса Эдварда Лоуренса, который объединил бедуинов против Турции и был у них национальным героем. Притом в своей биографии «7 столпов мудрости» он говорил, что ощущал себя самозванцем и обманщиком. И считается, что Фрэнк Герберт вдохновлялся этим историческим персонажем. Изначально Пол был сильно на него похож, но потом Герберт решил писать не настолько в лоб, и Пол изменился. В «Дюне», на первый взгляд, Пол вроде как проходит все вот эти 12 точек пути героя, но если посмотреть внимательнее, то каждое его решение порождает зло, смерти, разрушение, а вовсе не несет освобождение и светлое будущее. Вильнёв. Он создал гениальный фильм, который войдет в историю кинематографа. Абсолютно. При всех моих там претензиях вот этих вот, знаешь, типа героев, вот это вот все. Это потрясающий фильм, который был бы невозможен без потрясающей команды. И мы чуть-чуть копнули в то, как создавался вот этот киноязык и людей, которые над этим работали. Поэтому фотографии в студию. Кто-то чокался вообще водой жизни. Понятно, что Дени Вильнёв мастер-майнд всей этой истории, но рядом с ним очень важные люди, которые помогли им это все творить. Например, далеко ходить не нужно. Таня, его супруга, и она продюсировала оба фильма. И получается, что как Беверли, жена Фрэнка Герберта, большую роль сыграла в самом произведении. И Таня тоже сыграла большую роль в фильме. Она, кстати, отвечала за червя, например, во втором сюжете. Такой творческий тандем. Таня и Дени. Точно. Хотя вот тут вот что-то осталось от пиццы. А здесь? Нет, зубах. Это не пицца, это спайс. А кто-нибудь когда-нибудь водой знаний промывал зубы? А это, кстати, похоже на жидкость у дантистов. Мы просто антифриз пьем здесь. У меня, кстати, друг незамерзайкой отравился однажды, знаешь, он практически ослеп. Нужно аккуратно с этим. Вообще, женские персонажи очень большую роль играют во всей этой вселенной. А что здесь делает Крис Нолан? Нолан и Вильнёв очень круто работают в таком, знаешь, промо-тандеме. Когда вышла «Дюна», они делали несколько интервью с Ноланом, где друг друга всячески хвалили. И перед тем, как «Дюна» пошла в кинотеатрах, в IMAX таким прогревом начали показывать «Довод», для того, чтобы люди пошли, посмотрели, привыкли, что в IMAX очень красиво, надо ходить в IMAX в кино. Да, конечно, «Довод» сильно провалился тогда, когда он только вышел, и он должен был быть спасением, если что, потому что он вышел сразу после ковида. Полный хаос, но я здесь вижу Вильнёва и Ханса Циммера и вспоминаю, что Ханс Циммер отказался быть композитором в «Доводе» и согласился в «Дюне». И тогда писал для «Дюны» саундтрек. Просто Циммер гениальный. Я, честно говоря, это мой секс-символ. There's such longing. Я клянусь, правда, все, что звучало в «Дюне», меня восхищало. Вот этот вот спектр от полной тишины до невероятного рева битвы, это просто разгонялся от 0 до 100. Там был какой-то очень классный момент, когда Зендея с Тимоти бомбили вертолет, там вот эти взрывы, и вдруг тишина. И Зендея, понявшая, что она попала, бежит такая... И дальше...
У Вильнёва и Ханса Циммера есть классное решение с водой и ее звуками. Когда Стилгар показывает Джессике бассейн с водой Сича, это завораживающее зрелище. И Ребекка Фергюсон даже случайно в интервью придумала для него классное название «The Pool of Tears», что круто сочетается с реакцией самой героини, когда она осознает, что это все вода из людей. So many souls. И вода для фрименов, она священна. Как мы понимаем, и объем воды во многом исчисляется людьми. Либо сколько человек могут на ней прожить, как, например, в сцене с пальмами из первого фильма, либо сколько воды человек может дать племени. И в видении Пола, где он следует за кем-то, приносящим джихад, мы слышим капли, как будто это пострадавшие от войны души. И в самом конце, когда Пол принимает поклонение императора, на фоне мы слышим звук волн священной войны, которая разольется по галактике. Тут можно вспомнить о том, что Дюна Линча завершалась дождем, который пошел на Аракисе спустя тысячелетия. У Вильнёва это все сделано тоньше и оттого более жестоко. Вообще, этим голосом я могу же вам что угодно сказать, да? Смотри интеграцию. У вас же нет шанса слушаться? Или вы можете перемотать все равно? Как это работает конкретно на Ютубе? Помнишь тот твой сон? Там льется вода, у тебя выходной, и ты принимаешь ванну. Это был не сон. Ты правда можешь принять ванну. Ну, если она у тебя есть. Ну, или душ там. Что-нибудь. Ну, я не знаю. Но я точно знаю, что тебе нужно для полного счастья. Молочко The Act Virgin. Молочко The Act Virgin. Оно питает и увлажняет кожу, и самое приятное, оно невероятно вкусно пахнет. Чарующий сладкий аромат цветущей сакуры, вишни, миндаля затрагивает все органы чувств и переносит в сердце японского сада. И здесь небольшая пасхалочка, тактильный шрифт Брайля, потому что парфюмированную отдушку разрабатывали незрячие парфюмеры. Поэтому молочко The Act Virgin дарит и сияние кожи, и раскрывающийся аромат как альтернатива парфюму. Я понимаю, что вы уже хотите скорее его купить. Тише, тише, тише. Ссылочка в описании. Ссылочка в описании. В описании, Ани. The Act Virgin. Молочко для тела. Вот это вот лайв потрясающей солистки, которую Ханс Циммер нашел для исполнения главной темы. Она очень круто работает с ритмом. This, ladies and gentlemen, is the heroic Loire Kotler. И вот послушай лайв ее. Ну, это просто, это гениально, это восхитительно. Я вижу все тысячелетия, проведенные на этой пустыне в этих звуках. 100%. И тут я открываю комментарии, а в комментариях всегда великое знание. И они все пишут: но слышали бы вы, как поет это Диана Анкудинова? Вот если бы Диана Анкудинова пела в «Дюне», я такая... Чё? Кто еще раз? И просто, такая думаю, ну дай послушаю, что они все про нее пишут. Ну, послушаю. Это лайв. Ну, представляешь, если бы они использовали вот это голосище, как там они придумали? У них все нормально с придумыванием. Вообще, я посмотрела интервью музыкантов, которые Хансом Циммером это все записывали, и это гениально, как он придумывал, что типа, придумайте какой-нибудь музыкальный инструмент, который будет типа ветер дюн. I kept saying to Pedro Eustache, my flautist, don't play it like a flute. I do things that not many people in the world can do. But then I told him, yes, yeah, I can do this. He said, can you do air? I said, yeah, I can do. But can you make vowels while you're doing the air in a flute? And go like, no, don't do this to me. And it's... Maybe in the future we will not have regular beats. Maybe we will have actually progressed as human beings, that we don't need a disco beat to enjoy ourselves. It could be something much more
advanced. И они реально вот с такими задачами домой уходили, ну типа, так, сейчас я подумаю, как сыграть. Home Depot is where, you know, they have pipes. We can extend the length of a flute. We can go. Home Depot is our secret instrument building site. Они зарывали микрофон в песок, чтобы ходить по нему, шуршать по нему и записывать микрофон внутри песка. We would take microphones and kind of jam them through the sand, and as if mimicking the worm's motions, and then we would bring those sounds back into the studio and process them to make them bigger and more worm-like. Это же очень крутые решения, которые вот сами музыканты делали. And to me it felt like the endless gaze across this planet. And it felt incredibly intimate. So when Paul and Chani are sitting there talking to each other, and the way they mixed it, the way Denis mixed it as well in the film is like the whole atmosphere shifts, and it just becomes this incredibly intimate moment between these two characters. I'd very much like to be equal to you. Maybe I'll show you the way. I love writing music, and you know why? Because I still haven't written the thing that I think is really the most beautiful love theme. I'm still learning. I'm still searching. I'm still investigating. I'm still exploring. I'm still experimenting. А я хочу сказать, что музыка всегда идет рядом с монтажом. И в этом смысле режиссер монтажа Джо Уокер, который работал с Вильнёвым, это еще один очень важный человек во всей этой истории. Он хорошо совмещает очень вот эти масштабные, огромные пространства, ландшафты, типа пустыни, какие-то интимные, очень крупные планы, типа, знаешь, как Тимоти Шаломе, как Пол трогает песок и так далее. Ну, обычно про монтаж не очень сильно вспоминают непрофессионалы, знаешь, а монтаж — это вот, ну, весь ритм фильма, который вместе с музыкой создает то, что в итоге получилось. You dismiss my mother in her own house. Come here, kneel. Here, several things are happening. The Bene Gesserit can use something called as the voice in order to control the other human's will. Meaning that here, the Reverend Mother, using this voice, can channel and go into the Paul Atreides subconscious and ask him to cross the room and kneel in front of her. I thought at the beginning that it could look silly if Timothée had to cross the room like a zombie. And it came into my mind to embrace right away from the beginning the point of view of the character and to fall into a very short period of time in some kind of micro coma, like a narcolepsy that will snap and he will just awaken in front of her. To create that feeling of narcolepsy, we thought that what could be interesting is to make very strong, powerful dollies, camera movement, and at the same time switching off the lights of the room. I brought this idea in order to create that feeling of disorientation and vertigo. And as we are moving the camera, we are not touching the focus, so it means that the characters are diving into the out of focus zone of the image. And also, I must say, it's great editing. И поэтому они придумали показывать это взглядом человека, который находится под гипнозом. Ты не замечаешь, что с тобой это произошло. Ты типа, ты начал делать шаг, и ты смотришь, а ты уже на колени. Come here, kneel. Прикольно. Поэтому это такая... Да. Круто же. В начале первого и второго фильма мы видим цитаты, которые задают тон повествования. Вот эти Dreams are messages from the deep и Power over spice is power over all. Они произносятся на языке сардаукаров. И в первом фильме мы слышим ровно ту же фразу в боевой мантре сардаукаров, когда Питер де Врис прилетает на Салусу Секундус их забрать. Боже, говорю и не верю. Конечно, Вильнёв бы не сделал это просто так. Это как будто параллель между фрименами и сардаукарами, между их поверьями. И те в это верят. И в начале фильма это как будто еще мгновенно заставляет тебя сконцентрироваться, что забавно, потому что это буквально происходит на фразе из мантры, которая делает сардаукаров фанатично сконцентрированными. И Ханс Циммер тоже говорил о том, что эти фразы вначале помогают мгновенно сказать зрителю, это вот такое вот кино. Это не типичный западный фильм-аттракцион, это аттракцион куда более сложный. Будьте готовы. И снимала это все Грег Фрейзер. Человек, который уже получил Оскар за первую часть, и я думаю, уже получит и за вторую. Ну, потому что это просто гениально снято. Все локации гигантские, и все маленькие детали. И Вильнёв, он же именно
киношным языком говорит, он не хочет ничего рассказывать, он не сильно любит диалоги, он хочет все показать. И для него, например, там, любимым кадром второй части стала пяточка. Пяточка Тимоти Шаломе, которая встает, когда он наконец-то оседлал червя. И это вот момент, когда он более уверенно встает на ногу, обозначает вообще то, что он, в принципе, обустроился в пустыне, что он повзрослел. И вот это вот все 2 секунды движения пяточки. Вообще Дэнни очень любит снимать руки и ноги, что это очень говорящая часть тела, очень интимная, в которой ты не можешь переиграть или не доиграть. Типа вот она показывает идеально момент. И, конечно, именно ему мы обязаны сценами на планете Харконненов, которая снята в инфракрасном спектре. Сцена действительно не просто черно-белая. Ее снимали на инфракрасные камеры. Дени Вильнёв говорил о том, что Геди Прайм, планета Харконненов, где все происходит, это такой искусственный пластиковый фашистский мир. И он изначально планировал делать эту сцену черно-белой, а потом Грег Фрейзер предложил еще более безумный крутой вариант. Потому что инфракрасные камеры, они не просто убирают цвета, они еще и дают коже такой полупросвечивающий страшный эффект. И глаза тоже как будто становятся очень страшными и ненатуральными. И один из самых крутых моментов во второй «Дюне» — это, наверное, когда герои выходят из тени помещения на свет. И ты осознаешь, что вот этот черно-белый свет — это не просто кинематографический эффект для пафоса, а это буквально естественное освещение на этой планете. У них черное солнце, и под ним все реально вот так выглядит. Причем Дени Вильнёв предупредил студию, что если они снимут на инфракрасные камеры, то цвет уже достать будет неоткуда. Будет только вот этот страшный полупрозрачный ЧБ. И они дали ему зеленый свет. Потому что, наверное, когда Грег Фрейзер и Дени Вильнёв придумывают что-нибудь настолько безумное, ты понимаешь, что это не может быть не круто. Они оба перфекционисты со своим видением, и это видение раздвигает границы киноязыка. Еще один гениальный человек, который создала эстетику, которая нам так понравилась, эстетика костюмов, Жаклин Уэст. Итак, Жаклин Уэст, она создавала образы для загадочной истории Бенджамина Баттона, для «Выжившего», для «Убийц цветочной луны». Но «Дюна» для нее, как и для многих других членов команды, это выход на новый уровень. Жаклин вдохновлялась как исламской, так и католической культурой, строя нечто на стыке. Экуменизм. Угу. И самый крутой дизайн костюмов, конечно, у Бене Гессерит. Вуали, цепи. Отдельная история образа леди Джессики, главной power figure второго фильма. В первой части мы видели контраст между ее мягкими такими полупрозрачными летящими одеждами и тяжеловесными костюмами фременов. Выбирай. Леди Джессика во втором фильме, в пустыне, она становится преподобной матерью, и ее образ совершенно меняется. Дени Вильнёв хотел показать такую нагруженность слой за слоем. Fabric upon fabric. Denny has a fetish for fabric. I'd like that to go on a loop. Denny will put a headdress on and a dress, then a cape that has a hood, but there's something missing, and it's always an extra piece of fabric, and then he goes, no, there's something else, then another piece of fabric, and then to kind of put a cherry on top, then it's a piece of fabric over your head. Может так на работу тоже выйти, может так пойти и погулять потом. И еще с преображением на лице появились татуировки. Что же там написано? Это та самая литания против страха, которую Бене Гессерит произносит как мантру, что вот это вот страх, это просто, это все не важно, мне нужно его забыть и пройти сквозь него. А во второй части еще появляются 2 новые ведьмы-гессеритки. Леди Марго Фенринг, Лея Сейду, и принцесса Ирулан, Флоренс Пью. Флоренс много раз говорила о том, насколько круто было поработать с талантливыми, внимательными дизайнерами костюмов, потому что они творят, отталкиваясь от актера. There was like little beads on the bottom of my boots to make something that's just like a gray thing look so beautiful. I don't know how they did it. Плюс у актеров была некая такая творческая свобода. Например, Флоренс, чувствуя стержень своей героини, предложила уменьшить количество вуалей и показать гораздо больше металла. А для образа Леи Сейду Жаклин Уэст вдохновлялась картами Таро, королевой мечей, и монахинями, трепет перед которыми она сама испытывала, когда в детстве посещала католическую школу. Ей хотелось, чтобы леди Марго выглядела как средневековая картина. Отдельной задачей к этому фильму был дизайн мира Харконненов. Тут вдохновение, конечно, максимально темное: вампиры, готика и БДСМ. Если вы в этот момент сейчас очнулись и подумали, просто посмотрите на эти кадры.
Мой любимый, конечно, вот этот вот толстячок в кроп-топе кожаном, просто не могла глаз отвести. При всей практичности эффекта, что они снимали прямо вот в пустыне, вот это вот все, там потрясающе работала же VFX-команда. Я видела еще недавно видос, где мальчик за 24 часа пытался воссоздать в Unreal Engine весь Аракин и вот это вот всю гору. Это так интересно, это Sims нового времени, типа, когда ты такой, так, какая будет текстура на зданиях, боже, восторг. Ну, короче, над этим работала какая огромная команда, при этом бюджет вышел там в 2 раза меньше, чем обычно на супергеройских фильмах, и они в своих интервью сказали, что так классно все получилось, потому что им никто не мешал, потому что очень комфортные были условия работы. И все четко, и четкий был бриф. Учитесь. Куда говорить? С кем он разговаривает? Я разговариваю? Да я уже ничего не вижу, блин. Сценарий первой части, который у меня сейчас в руках. Вау! Вот это очень круто. Нет, это правда очень круто. Это же реальный сценарий. Просто можно... Ну, нет. Как впечатлить гика? Не, но инструкция по применению. Посмотрите, это... Где? Это кто-то видит, кроме меня? Ну это же просто невероятно круто. Это сценарий прям с пометочками. Тут написано по-русски. До сцены. Когда-нибудь он догадается, Марин. Сейчас он догадается. Сценарий... Это сценарий с пометками Марины... нашей сценаристки! Можно, простите. Ну и ты как раз очень удобно закрыл тот момент, который мы искали 15 минут. Я вижу все линии прошлого и будущего. Но не вижу ту страницу. Вот, смотри. Давай. Я не буду закрывать, честно, обещаю. Инструкции Дэни Вильнёва к актерам, которые у него играют. Вот представляешь, Скалсгард, этот, который барона Харконнена играл. Вот он сидит дома и читает этот сценарий. Так. И тут написано: и после этого барон поднимается в воздух, его руки по сторонам. Palms forward, это что? Palms forward, типа руками вот так? Да, вот так. Ладонь. Palms forward. Ну вот, forward они. Like some horrible mockery of Christ. Типа как я не хочу. Чё ты меня поставила в ситуацию? Можно? Как насмешка над Христом. Все понятно. Этот сценарий на самом деле есть в интернете, в общем доступе. Если вам интересно, можете его почитать. И это такой deep dive вообще в то, как создавалось все это. Мы поговорили про людей, кто стоял за кадром. И, наконец-то, Тимоти Шаломе. Мы поговорим про людей, которые стоят в кадре. И... Говоря про актеров, я бы начала с необычного выбора, чтобы еще чуть-чуть подождать. Да? Короче, Роджер Юан. Он вообще ставил битвы. Он как бы мастер по военному искусству, и он их всех учил драться. Он разработал, как будут бороться Сардаукары, как будут бороться Атрейдесы, как будут бороться Харконнены. Короче, он это все придумывал. И его Вильнёв попросил сняться на случай, если он пригодится во второй. Типа Деннис попросил меня сыграть в первом фильме, потому что если фильм хорошо зайдет, надеемся, то во второй части я буду играть вот этого вот раба, не накачанного наркотиками, против которого бьется Фейдраута. И прикинь, то есть это вот чисто человек, благодаря которому они все красиво танцуют в драке. Он играл в обоих фильмах. Как классно! И, кстати, Фейдраута по сравнению с книгой прокачан. Он сделан круче. Возможно, для того, чтобы как раз отрицательного персонажа 100%. Усилить. В книжке он даже в этом бою, он знал, что будет не накачан раб наркотиками. Он специально все подстроил, чтобы выглядеть круче. У него был отравленный клинок другой. Но Остин Батлер, он классный. И, несмотря на всю его злость, он круче выглядит. И в финальной битве, я, честно говоря, не сильно верила, что он сейчас проиграет. May thy knife chip and shatter. May thy knife chip and shatter. Ну, типа, я понимала, что он должен проиграть, потому что Тимоти Шаломе главный герой, но глобально ты смотришь на их драку, и ты такой, ну, кого вы пытаетесь обмануть? Ну, типа, он его положит вообще сейчас на раз-два. Я обратила внимание, что сейчас, когда интервью идут, и их спрашивают, типа, кто твой любимый там актер в этом кино? Только Остин Батлер ради вежливости ответил, Тимоти Шаломе, конечно. А все остальные, Остин Батлер, просто вообще восторг. Austin Butler. Yes. И вот этот антигерой, он же
психопат тоже, в целом как, не знаю, как Джокер бэтменовский. Да. Максимально порочен, сексуален, харизматичен, и при этом, ну, как бы, так мало его. Once I saw myself in the mirror and the black teeth. Austin started doing his thing and everyone... He's psychotic. Про Дэни Вильнёва говорят, что он как будто актеров собирает как вот это вот камни бесконечности. Ну, типа, Деннис Вильнёв is collecting those cast members like Infinity Stones. Ну, типа, это золотая молодая четверка Голливуда, которую он всю собрал. Так, перейдем к ней. Давай. Тимоти Шаломе, Зендея, Остин Батлер, Флоренс Пью. Они как будто выведенные, Бен Гессерины. Они реально люди. как выведенные. Они Диснеем выведенные. Они выведены. Ну реально, они все научились петь, танцевать, вот это вот все. Все из Диснея. Но я еще... Флоренс Пью не из Диснея. Это люди, которые умеют работать. Это на самом деле новый Голливуд, абсолютно. И когда ты смотришь на них, к ним вообще нет вопросов. Они просто есть. Как будто они всегда и были, как какая-нибудь песня Ланы Дель Рей, которую слушаешь и думаешь, что она вообще-то всегда была. Они же еще очень щепетильно относятся к выбору все своих ролей, 100%. А по архиву Дюны вообще 30 раз подумаешь, соглашаться вот на эту авантюру или нет. Вильнёв каждому нашел свой подход. Тимоти Шаломе он очень хотел именно снимать, потому что у него лицо подростка и взгляд старика, душа старика, ну вот это вот типа хтонь в глазах. Мне кажется еще, что у Тимоти Шаломе есть такая нетипичная для американской внешности какая-то утонченность, знаешь, такая аристократичная. Но, по сути, Атрейдесы, они же такие какие-то действительно европейские такие лидеры. А еще обратил внимание, как Тимоти Шаломе всегда везет с отцами в фильмах. У него всегда потрясающий отец, который садится рядышком с ним на стул и говорит: «Ну, хороший мальчик, вот тебе важный жизненный урок, который спасет тебя в сложный критический момент». Ну и Зендея. Зендея, которая вообще сама попросилась в этот фильм к Дэни Вильнёву, она пожалуйста. И теперь, как она красиво в этом во всем существует, и как будто бы вообще даже не знаю, кто кому большую услугу оказывает, Дюна этим ребятам или эти ребята Дюне, потому что после ее всех проходов в ее эту собственную Fashion Week, пока у них был промо-тур, сколько хайпа поднималось каждый раз, она выходит, значит, в своем этом в рыцарских доспехах, в колье Булгаре, рядом идет этот мой любимый ее стилист, который Luxury Low, я подписана на него, обожаю, он так тащится от того, что он с ней работает, он гениальный совершенно человек, который работал уже с кем только не, ушел на пенсию и только Зендею собирает, одевает, каждый ей бусинку пришивает, малыш. Ну, вообще, конечно, представляешь, какое-то счастье побывать на этой съемочной площадке, потому что очень многие описывают Дэни Вильнёва в работе как совершенно гениального, удобного, комфортного режиссера, с которым ты хочешь. If it's the fact that people become something different when they're on a set with Denny, because there are no selfish egos who destroy an environment. It's so friendly, it's so kind, everyone holds space for each other. To be a part of a Denny film in general, I mean, he's clearly very talented, but also just a lovely person to work for and work with. And I've said it many times before, but he just makes everyone feel no matter what part of the crew or what department you're from, your ideas are welcome, they're respected. Ну, Флоренс Пью, я, возможно, гетеросексуальна просто очень сильно. Ну, типа, она вообще меня не сильно возбуждает. Ну, подожди. Ну, что? Ну, Флоренс Пью. Ну, что? Надеюсь, во-первых, что ее будет побольше в третьем фильме, но мне кажется, что она там тоже великолепна. Я, когда вот смотрел фильм, я понял, конечно, что очень круто Дэни Вильнёв, опять это про каст, выбрал Зендею и Флоренс Пью как вот такие две абсолютно разные, но они по-разному лидерши. Одна такая царственная, вот, ну, Флоренс Пью, а другая такая, типа, пацанка. Их очень классно показывают в самом конце, вот это ощущение. Потому что Флоренс Пью тоже охреневает, если честно, от того, что происходит, помнишь? Кажется, я выхожу замуж. Да, такая: Зендея, подожди. Кажется, я выхожу замуж за чувака, который сейчас всех ведет на священную войну. Но помимо этой четверки есть же еще вишенка на торте в виде Ани Тейлор-Джой. Really, I had no idea. So blown away. It was the best kept secret. I had no idea. We barely knew. I had suspicions on set because I had heard some murmurs, you know, and I had asked Denny and I was like, is it this person? And he didn't say no. Oh, you asked him point blank? Mm-hmm.
What did he say? He just... He was like, "You'll find out who Okay. I have," because It he feels said, like yes. he said, in my head, I know who it is. Прям никто не понимал вообще, как это так случилось. Ну, а между прочим, она не палила же свое присутствие, она даже на промо-компанию не ездила там до последнего. Но мне очень нравится, что Аня Тейлор-Джой, она реально там сколько снимается? Секунд 10? Да. Она в Африку ездила ради того, чтобы вот это вот снять. Она же там вот так вот говорит: «Я люблю тебя». Да она не может любить меня! И за ней Намибия. Но этого никто не знает. «Я верю в тебя». Алия по книге «Маленькая девочка» с сознанием взрослого человека, что создает зловещий такой эффект. И у Линча она выглядит, может, и странновато, но все равно довольно прикольно. А Вильнёв вообще эту концепцию переосмыслил. Пол разговаривает в своей голове с сестрой, которая находится еще в животе их матери. И потом Джессика становится преподобной матерью, зародыш пробуждается и начинает общаться с ней. Веселая, конечно, у Джессики жизнь. Голоса десятков поколений преподобных матерей из прошлого в голове, которые еще и наружу порой вырываются. И плюс к этому говорящий ребенок в чреве. Но неудивительно, что она немного едет головой. При этом мы знаем со слов Ребекки Фергюсон, что много сцен с Джессикой, где она должна была как-то неестественно и крипово двигаться, вырезали. И кадр с бэкстейджа чем-то напоминает самый известный и разошедшийся на мемы фрагмент с Алией из «Дюны» Линча. Кстати, кадры Алии, как зародыша, напомнили визуально и по звуковым эффектам, и по производимому впечатлению кадры движения частиц из «Оппенгеймера». Ну и, конечно, нельзя не вспомнить младенца из концовки «Космической Одиссеи» Кубрика. Боже, все связано. Я вижу все линии прошлого и будущего. О май гад. Надо поесть. Это вот еще одно доказательство того, что это довольно удивительный режиссер, потому что мы привыкли, конечно, к авторитарным режиссерам, которые, знаешь, там типа скорее поездка в Африку будет для тебя испытанием. Но ощущение от вот этого всего, что вокруг было актеров, вокруг натуры, которая обязательно, Дени Вильнёв обожает снимать именно на натуре, ощущение какое-то экологичное. Ну, комфортное, да. Ну и, конечно, там потрясающий еще Хавьер Бардем, Кристофер Уолкен в роли императора, который вообще-то до «Дюны» 4 года практически не снимался нигде, и тут такой этот камбэк. Слушай, мне так нравится эта деталь, которую мы раскопали, про то, что Кристофер Уокен до этого снимался у Fatboy Slim в клипе и в песне Fatboy Slim много лет назад, в песне, которую я слушал, в которой я смотрел клипы по MTV, есть строчка про то, что тебе нужно специально идти, чтобы не привлекать червя, и там танцует Кристофер Уокен. А какой потрясающий Стеллан Скарсгард, так это произносится? Да. Просто какой он крутой. It was a terrible mistake to take the role. If I wanted to be comfortable. And when I was naked, I had 8 hours in the stool every day. It was painful. I didn't drink all day because I couldn't pee, right? And I ate Imodium every morning. So it was not good for me, but I managed to do it without shitting and peeing for a week. И Джордж Бролин потрясающий, и Шарлотта Рэмплин, которая играла преподобную мать. При этом она практически весь фильм за сеткой, ее особо и не видно. Но Вильнёв такой... Charlotte Rampling was not supposed to wear the veil through all the scene, but quickly I realized that it created a very strong mystery and she just looked definitely more powerful. And I decided to shoot the whole scene with it, knowing that I had one of the best actresses in the world, hiding almost her face, but I thought it was, because I was just seeing her powerful eyes behind, I thought it was definitely the way to do it. Это фильм, который войдет вот в эти, знаешь, 100 фильмов, которые нужно посмотреть до того, как ты умрешь. Повлияет ли это на Тимоти Шаломе и Зендею, которые до этого играли в разных фильмах, имели разные образы? Ну, теперь ты смотришь такой, ну, это Атрейдес. Ну, Зендея как будто бы меньше в этом. Она, конечно, из «Эйфории» до сих пор. И я очень много вижу в мимике вот этой вот Чани. Я прям думаю, боже, дайте ей уже таблетки, которые она ищет. У меня нет какого-то пиетета невероятного перед Тимоти Шаломе, но вот что я обязана ему дать, что он реально существует во всех этих фильмах совершенно по-разному, и у меня нет ощущения, что это один и тот же человек. Слушай, я вспомнил еще, что в фильме был один вот актер, который везде одинаковый. Это Дэйв Батиста, знаешь, который играл Рабана. Рабан просто супер бусинка. Это же чел, который, по сути, боец WWE, и который всегда, он должен драться, и все. А тут Дени Вильнёв, и он на самом деле сам об этом говорит, что он дает ему драматические задачи, он его переизобретает. Я смотрел несколько интервью, где он настолько благодарен вот этому всему. Как они вообще, они со мной все на одной площадке, представляете? Они со мной все играют, как будто мы прям все вместе работаем, все мы типа как будто коллеги. I think at the core of it, it's that they're
They're talented. There's something, something about them that's electrifying. There's something about them that's captivating. There's something about them that you look at them and they're mesmerizing. You can't look away. And their performances are brilliant. So not only are they exceptionally beautiful people. А еще есть актер, которого мы не увидим в этом фильме, хотя он приехал тоже, снялся, и в итоге его вообще вырезали. Он играет графа Фенринга, его играл Тим Блейк Нельсон. И просто представляешь, какая депрессия потом накатывает, мне кажется, на человека. Вот ты дошел в своей жизни до того, что Вильнёв снимает тебя в Дюне. Ты ездишь, ты снимаешься. Он, по идее, должен был вот в этом инфракрасном гладиаторском бою смотреть, скорее всего. И потом тебе звонят и говорят, мы вырезали все. Ну, прости, сори. Просто это ж какой психолог после этого должен с тобой работать, что ты понимаешь, что ты какую-то вообще хуйню там снял. И ты такой, может, он провалится, этот фильм? А он вообще не провалится. Помимо Тима Блейка Нельсона из фильма еще вырезали ментата Суфира Хавата, которого сыграл Стивен МакКинли Хендерсон в первом фильме. Ментаты — это такие люди-компьютеры, которые могут в голове произвести все сложнейшие вычисления. По книге Хават попадает в плен к Харконненам, и барон, по сути, вынуждает его работать на себя. Но зато Фейдраута стал выглядеть сильнее в фильме как персонаж без помощи ментата на своей стороне. Итого, то, что мы можем долго там как-то обсуждать, но невозможно не согласиться с тем, что это просто эталонное кино, которое станет классикой, уже как будто стало классикой, вот оно снималось уже как классика. Это гениальный визуальный язык, который, знаешь, вот он считывается вот с полоборота, типа ты один раз посмотрел, даже вот по постерам, ты уже знаешь, какие там оттенки, какие цвета, какая мебель, какие костюмы, это прямо сразу очень органично. Но третья «Дюна», кстати, скорее всего, не будет следующим фильмом Вильнёва. Он сказал, что подустал пока от песка, и нужно переключиться на что-то другое, съездить, не знаю, в горы. В планах сейчас, помимо «Дюны», еще 3 проекта. «Клеопатра», скорее всего, Зендей, «Свидание с Рамой». Это еще одна абсолютная классика американского сайфая, которую в своем прочтении Вильнёв называет «Прибытием на астероидах». И какой-то еще один секретный проект. Ну, чисто Дэни Вильнёв. Надо как-то переключиться с «Дюны», отдохнуть. Также Дэни Вильнёв снять еще один сайфай или историю в Древнем Египте. Отдыхаем. Удивительно, что этот фильм вообще случился, потому что книга неподъемная. Ну да. Ты, когда... покажи его, сколько вот тут закладок. Да, зелененькие помечают экологию, оранжевенькие помечают искусственный интеллект, желтые помечают... Я знаю, синие помечают то, что тебе не понравилось. Синие помечают то, что мне не понравилось, розовые помечают цитаты про лидерство разных форматов. Я бы хотел увидеть книжку Дэни Вильнёва. О, боже! Какое количество у него было закладок. Это, безусловно, книжка, которая как бы космогония, не знаю, библия какой-то реальности, знаешь, вот как для ролевых игр делают, где там какой мир, там вот это все, и это очень сложно реализовать так, чтобы и невероятно безумным фанатам было интересно, и было классно таким, как я, которые до этого в игру играли. Нет, ты скорее безумный фанат. Вообще, среди фанатов «Дюны» есть мнение, что если вам не понравилась первая книга, то дальше нет смысла читать. Ну, вторую можно для понимания, почему Пол никакой не герой. А дальше... Ну, там иногда очень много всякого сюрреализма. Например, один персонаж там будет становиться червем и править империей 10 тысяч лет. Да. А еще там будут фигурировать сотни клонов Дункана Файдаха. Я с нетерпением вообще буду наблюдать, как Вильнёв сможет все новые и новые особенности этой вселенной как-то положить на киноязык. Когда-то люди решили, что думать за них будут машины, понадеявшись, что станут от этого свободнее. Но вместо этого они просто позволили хозяевам машин поработить их. «Дюна» — это про мир, в котором человечество решило не сильно прогрессировать, испугалось своего прогресса в виде машин и откатилось обратно в религию. О, искусственный интеллект? Нет, нет, нам жопа, давайте мы все пойдем на священную войну. А в этом таймлайне выглядит все так. О, искусственный интеллект, давайте возьмем искусственный интеллект и пойдем на священную войну. Боже, мы пришли к тому состоянию, к которому пришел Пол в какой-то момент, когда он такой, мы можем пойти вот так, но тогда будет джихад. Можем вот так тоже. И у нас сейчас тоже такие, но... Ага, искусственный интеллект нет, религия
точно нет. Лидеры и те, и другие нам не подходят. То есть получается, что... Ждем третий фильм Дэни Вильнёва. Может, там расскажет. Ну, это такой, да, какой-то очень, знаешь, детерминизм фатальный. И вот как раз у Пола там в конце перед битвой с Раутой, он это осознал. Пол наконец понял, сколь тщетны были его попытки изменить хотя бы кроху в грядущем. Он-то думал, что сумеет предотвратить джихад. Но нет, джихаду суждено быть. И вот он начинает драться с Раутой и понимает, что если я здесь погибну, они скажут, что я принес себя в жертву, чтобы дух мой мог вести их вперед. А если я останусь жив, они скажут, ничто не в силах противостоять Муаддибу. Куда не пойдешь? Как говорится, вы выбрали не ту сторону. Нет никаких сторон. Все, да, все. Ну да, в целом дальше мы идем плакать. Ну слушай, наверное, это просто такое время, когда человек задумывается над политикой. Ну, правда, это же не в каждом веке была такая роскошь. Задумываться о политике? Поспорить с лидером, который тебя ведет. Как будто и во времена Герберта, и во времена нашей особенно, ты начинаешь про это задумываться. И закончу цитатой. Давай. Бунты и комедии, эти симптомы, выявляют истинную суть того времени. Они выдают психологический настрой, глубокую неуверенность, тягу к чему-то лучшему и боязнь, что все закончится ничем. Тимоти Шаломе, ребята! Тимоти Шаломе, Зендея, Тимоти Шаломе. Очень классный фильм, он такой красивый, он иногда голый. Тимоти Шаломе, он иногда голый. Мне кажется, что до тех пор, пока легенду пересказывают, она жива. Мы знаем легенды наших предков только благодаря тому, что кто-то не побоялся ее пересказать. Так, как он это сделает, вот так, как он это видит. И поэтому, даже если тебе не нравится какое-то решение, например, нового режиссера или нового рассказчика, эта история будет жить только если кто-то рискнет ее еще раз снять, ее еще раз рассказать, сделать ее более тиктокерской, более кадровой, более что угодно, но она продолжит жить. Или менее тиктокерской, как мы видим по фильму Дэни Вильнёва. Она останется в памяти тем дольше, чем дольше люди осмеливаются ее пересказывать. Удивительно, конечно, что это блокбастер тупо, с красивыми актерами. И все. И ты такой, но он про джихад. Ну, да и вот, и все. Ну, типа, дальше думайте сами. С вами были Даня Трабун, Таня Старикова. Это реально Фрэнк Герберт в конце первой книги. Ну все, дальше думайте сами. Что думали, Пол крутой? Ну, вообще, если честно, очень хочется пообсуждать это с вами еще. Мы будем явно это делать в Телеграм-канале, который мы теперь просто, это отдушины вообще, потому что вы все там с нами общаетесь, и мы можем друг с другом поговорить практически вживую. Поэтому подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылку мы оставим внизу. И, собственно, подписывайтесь на канал Decoders здесь, на Ютубе. Лайкайте, комментируйте, спорьте с нами. Будет очень интересно, потому что есть о чем поговорить вот в этой истории. Это не тупо блокбастер, это очень интересное и сложное кино. Спорьте с нами и подписывайтесь, и ставьте лайки или дизлайки. А можно говорить «или» голосом? Или дизлайки, я не знаю. Делай, что хочешь. И спасибо большое нашей команде, которая здесь просто гигантской толпой стоит за кадром, потому что вот это вот все для того, чтобы разобрать и так красиво упаковать, нужно очень много талантливых людей. Да, найти воду знаний в России сейчас сложно. У нас 13 бутылок этой хуйни.